Всем привет! Я уже не первый, кто рассказывает про статью из журнала, но также решил хотя бы рассказать, что в ней написано. Также сможете увидеть кадры из самой игры, правда не в идеальном качестве, но как есть. Что дали разработчики, то и есть. Сам журнал для скачивания сможете скачать ниже в описании. Полный журнал и 2 файла, один с автопереводом тех страниц, которые нас интересуют. Разработчики отправляют свой необычный парк развлечений с динозаврами во второй раунд. Жизнь прокладывает себе путь, покоряет новые территории, преодолевает все преграды, болезненные или опасные. Жизнь находит путь. Разработчики пока не захотели раскрывать ход сюжетной кампании. Но уже ясно, что мы больше не будем ограничиваться 5 островами и главным островом Исла-Нублар, как было в прошлом. Как показывают события последнего фильма, популяция динозавров больше не ограничивается островами. Соответственно, теперь мы можем строить наш парк и на материке. С одной стороны, это позволяет создавать карты значительно большего размера. Кроме того, разработчики больше не привязаны к тропическому климату островов. Вместо этого на этот раз будут карты в самых разных биомах. Пока известны пустынные и таежные среды, другие тоже должны быть включены. Чтобы показать нам некоторые из новых функций игры, разработчики проводят нас через парк-песочницу в биоме тайги в презентации. На первый взгляд он выглядит освежающе новым, но благодаря знакомым зданиям он также выглядит знакомым. Карта представляет собой слегка холмистый обширный ландшафт, пересекаемый своего рода фьордом. На горизонте величественные горы выделяются заснеженными вершинами. По климату местность в основном заросла хвойными деревьями. Первое большое изменение на геймплей, который демонстрируют нам разработчики, влияет на смотрителей. Как и в предшественнике, это смотрители парка, которые выезжают на джипе и следят за спокойной жизнью динозавров. Однако теперь многие из их задач можно автоматизировать. Для этого в вольере создается пост, к которому может быть прикреплена бригада. Затем эта команда автоматически патрулирует рассматриваемый вольер, где они наблюдают и сканируют местных динозавров и собирают самую свежую информацию об их состоянии и здоровье. Этот сбор информации очень важен, потому что в игре информация о комфорте, здоровье и удовлетворенности динозавров не всегда автоматически обновляется. Кроме того, смотрители могут ремонтировать и пополнять пункты кормления хищников. Мест для кормления травоядных больше нет. Вместо этого травоядные теперь питаются непосредственно окружающей их природой. Конечно, в этом есть смысл. Зачем с трудом таскать сено и ветки, когда их в вольере хоть отбавляй? Однако сейчас важно обратить внимание на особые предпочтения некоторых динозавров. Брахиозавры за свою жизнь любят есть с так называемых высоких ореховых деревьев, которые затем необходимо соответственно сажать в своем вольере. Кстати, это была задача смотрителей. Если смотритель обнаруживает, например, что с динозавром что-то не так, в игру вступает новое передвижное ветеринарное отделение. Они переезжают из нового здания полиомедицинского учреждения со своими лабораториями, чтобы более тщательно изучить и диагностировать данное животное. Мобильный ветеринар может лечить на месте обычные болезни. Если проблема более серьезна, возможно, динозавра необходимо доставить в медицинское учреждение. Более сложные механики управления нашими динозаврами разработчики взяли на себя внимание посетителей парка, чтобы добиться здесь большей глубины игры. Это уже начинается с того, что все посетители теперь принадлежат к 4 разным группам интересов. Помимо обычных посетителей, теперь есть еще и искатели приключений, и любители природы, и гости, склонные к роскоши. У этих групп разные пожелания к популяции динозавров, поэтому они хотят восхищаться разными видами. Посетители парка довольны не только живыми доисторическими животными. Каждый опытный менеджер парка знает, что аттракционы служат лишь для того, чтобы заманить многочисленных клиентов в туристические ловушки, состоящие из продуктовых лавок, сувенирных магазинов и мест проведения мероприятий с завышенной ценой. В то время как в предшественнике в этой области было несколько сборных зданий, теперь создатели предоставляют игроку гораздо больше свободы.
Так называемые удобные здания изначально представляют собой пустые корпуса, которые затем проектируются индивидуально. Например, если мы строим большой ресторан, у нас есть 8 слотов для оформления интерьера. Мы заполняем их различными модулями, такими как цифровая система заказов, аниматор, аквариум, подставка для подарков и многое другое. Каждый из этих модулей, в свою очередь, предназначен для разных групп посетителей. Таким образом, мы можем точно контролировать, какой тип посетителей чувствует себя комфортно в заведении, а какой нет. С каждым установленным модулем, естественно, увеличивается потребность в обслуживании здания. Поэтому всегда важно взвесить, оправданы ли вложения в модуль из-за возможного увеличения числа клиентов. В дополнение к игровой свободе в экономичном выравнивании зданий также доступны различные варианты оптического дизайна. Итак, мы можем видеть детали на фасаде. Поменяйте крышу, вход, вывески и декоративные элементы на территории. Расцветку многих элементов также можно адаптировать к личным предпочтениям. Все это очень шикарно и должно доставить фанатам массу удовольствия от творчества. Но, как объясняют разработчики, в первую очередь вы не должен быть менеджером парка, а должны быть менеджером динозавров. В игре также множество различных доисторических видов животных, которые ждут своего поселения в нашем парке. Многие известные и популярные виды из предшественников, конечно же, вернулись в игру. Так что, если вас интересуют трицератопсы, стегозавры, брахиозавры и T-Rex, то вы их увидите. Как и в предшественнике, снова играет роль манипуляция с ДНК. Здесь, помимо прочего, были расширены варианты узоров и цветового оформления динозавров. Это должно позволить динозаврам хорошо адаптироваться к новым типам среды игры. Но, конечно же, разработчики добавили в игру целый ряд новых видов первобытных ящериц. Сюда входит амаргозавр, довольно коренастое травоядное животное с многочисленными кончиками на задней части шеи. Однако большим нововведением являются летающие и водные игуаны, которые теперь делают предложение вашего парка еще более разнообразным. Разработчики не хотели показывать нам ничего о водных динозаврах, но, по крайней мере, мы смогли взглянуть на знаменитых птеранодонов. Чтобы они не могли бесконтрольно летать по парку, для птерозавров строят соответствующие стеклянные купола-скворечники. Их можно складывать несколько раз, чтобы создать достаточно большие вольеры для всех крутых летающих ящериц. Хорошо известен процесс появления новых динозавров. Мы отправляемся в экспедиции, пока у нас не будет достаточно генетического материала для клонирования новых яиц. Однако на этот раз новым является то, что мы можем синтезировать сразу несколько яиц. Однако не все из них могут развивать свойства, к которым мы стремимся во время обработки ДНК. Теперь инкубацию можно проводить для всей группы сразу, так что мы можем относительно легко выпускать в вольер сразу нескольких динозавров одного и того же вида. Основываясь на сравнительно больших вольерах, которые нам показали в демоверсии, разработчики смогли прояснить еще одно нововведение, которое немаловажно для сосуществования динозавров. Различные виды образуют свои собственные территории в вольерах, в которых они в основном проживают. Эти области могут перекрываться, но также могут включать большие площади, в которых рассматриваемый динозавр не встретит никаких чужеродных видов. Территории также важны при рассмотрении потребностей каждого вида. Если моему брахиозавру не хватает высоких деревьев, бесполезно, если они будут посажены в правильном вольере, но за пределами территории брахиозавров. Конечно, это не был бы парк юрского периода, если бы не всегда был риск того, что что-то пойдет не так. Мы помним цитату в начале, которая гласит, что жизнь не может быть заперта. Поэтому наша задача снова прежде всего в том, чтобы убедиться, что заблокированная жизнь максимально довольна. Иначе она будет насильно искать выход. Погода, конечно же, снова мешает нам. Если раньше это были тропические штормы, то теперь капризная погода адаптируется к соответствующей среде. В демоверсии, показанной на карте тайги, мы смогли поразиться сильной метели в конце, которая также напрямую вызвала перебои в подаче электроэнергии. Вторая часть игры опирается на сильные стороны своей предшественницы и привносит больше
глубины в наблюдение за виртуальными динозаврами с помощью полезных нововведений. Карты большего размера приглашают выпустить пар и поэкспериментировать. А новые функции, такие как птерозавры и водные динозавры, приносят в парк глоток свежего воздуха. Сейчас самое главное, чтобы разработчики лучше понимали экономическую составляющую. Здесь предшественник был слишком простым и не очень сложным. Когда именно должна появиться игра, пока неизвестно. По крайней мере, это время должно быть до начала 2022 года. Из статьи журнала «Я и многие уже эту информацию вам говорили и мы обсуждали». Но, как говорится, лучше 100 раз отмерить и 1 раз отрезать. Так что лишней информации не будет, притом из другого источника. Спасибо за просмотр. Не забывай поставить лайк и подписаться.